И всем привет, с вами Автомыш, и сегодня мы поговорим о подвеске. И да, как вы могли заметить, я больше не красная, я обычная русая мышь, вот. Так что, поехали. Наташ, ну по классике жанра, я здесь, картинки вот здесь. Так что такое у нас подвеска? Подвеска — это совокупность деталей, которые соединяют колесики и кузов автомобиля. У этих совокупностей деталей три задачи. Это мягко вести автомобиль, точно и безопасно. То есть вот когда вканавывать там вот небольшую ямку, такие тыдых-тыдых, она не должна трясти весь автомобиль, а как-то смягчать. Вот. Есть два уровня жесткости подвески. Это жесткая и мягкая. И различие их в том, что жесткая ведет автомобиль более точно, но вот вы как на табуреточке, ну, жестковато, так она и называется. А мягкая, она ведет себя мягче на кочках, на бездорожьях, но, увы и ах, машина становится более валкой, и поэтому вас может унести куда-нибудь к каналу. Ой, кстати, недавно у меня открутилась стойка, и я чуть не улетела в отбойник, вот, потому что у меня попу машину вот так вот шатала, было очень страшно, но это сейчас ни к чему было. По конструктиву подвески делятся на три типа. Это зависимая, независимая и полузависимая. Что такое зависимая? Устроена эта подвеска максимально просто, является самой надежной из всех, но есть минусы. По бездорожью она себя ведет не очень хорошо. Как же она устроена? Есть жесткая балочка, которая держит два колеса параллельно, то есть они не поднимаются один за другим, и если одно колесо поднялось, то и второе поднялось, то есть они двигаются параллельно. Полузависимо. Она включает в себя балку, которую торсиона удерживает на кузове, то есть эта подвеска является, благодаря этой конструкции, самостоятельной по отношению к кузову. То есть вот примерчик. Как-то вот так это все выглядит. И независимая подвеска. Она называется так, потому что каждое колесо от другого не зависит. То есть они все двигаются по отдельности. И это, наверное, самая сложная конструкция подвески, потому что входит в нее очень много всяких запчастей. Вот. Много чего может отвалиться, много чего может сломаться, но зато как удобно. Так мягко. Вот едете такие ту-ту-ту, и вас не трясет. Это колесики ту-ту-ту-ту, а вас не трясет. Что же входит в эту подвеску? Это у нас опоры колес, направляющие колеса, упругие элементы, стабилизатор поперечной устойчивости и элементы крепления. Различия подвесок мы, впрочем-то, рассмотрели. Но многие просили меня именно разобрать по запчастям. Хуй знает кто. Вот. Так что поехали. Начнем с направляющих деталей колес. Это те детали, которые определяют передвижение колеса относительно кузова. Туда у нас входят различные рычаги, амортизаторные стойки и балки мостов. Опора колес. Опора колес – это соединяющая деталь колеса и направляющих деталей колеса. То есть состоит она из ступицы колеса, подшипник ступицы и поворотный кулак. Чем, впрочем-то, данная деталь занимается. Она определяет у нас поворот колесиков, то есть как это все устроено. К ступице колеса крепится тормозной диск и колесо, а к самой ступице через подшипник фиксируется поворотный кулак, который как раз-таки все это дело проворачивает. На поворотном кулаке имеются различные крепления для необходимых остальных запчастей, то есть это тормозной суппорт, направляющие детали, а также, как это сказать, рулевые наконечники. Вот. Упругие элементы. Это как раз таки у нас то в подвеске, что двигает ее вверх и вниз. У нас сюда входит... Да как ты стал падать? Апокалипсис у нас прошел, продолжаем. Так, упругие элементы. Это у нас то, что двигает подвеску вверх-вниз, как я это уже сказала. Туда у нас входит торсион, амортизаторы, рессора, пневморессора и пружина сама по себе.
То есть именно благодаря всем этим запчастям наша машинка мягкая, и мы едем не как на табуретке. Что такое торсион? Это у нас вот такой вот металлический стержень, который работает на скручивание. Но, в принципе, вы вряд ли его когда-либо встретите, потому что в легковых автомобилях он встречается достаточно редко. Извиняюсь, я мать, ребенок заорал, пришлось принести. Так, что у нас такое пневморессоры? Ну, по сути, это, короче, баллоны с воздухом, который там сжимается. Понятно, что и разжимается. Впрочем, это как раз-таки та самая пневма. То есть, если вы видели, что машина прям в полы, скорее всего, там пневма. Потому что, ну, на статике, статика это когда вот, ну, жесткая подвеска, то есть пружинки, или просто спиленные пружины, их там вообще почти нету. Это статика. А пневма это как раз-таки вот эти вот баллоны. То есть она может машину поднимать, опускать, когда вы, впрочем-то, этого захотите и пока вы едете. И самое простое у нас это пружины. Пружины используются у нас чаще всего дешево, сердито, почти надежно. Ну, если только вы купили хорошие пружины, потому что у меня отстреливало. Неприятно, но терпимо. Главное, что дешево. Амортизатор. Это вот такая вот штука, которая помогает гасить колебания. То есть вот вся вот эта вот катавасия с тряской автомобиля. Если машина не трясется, скажите спасибо амортизатору. Также она обеспечивает лучшее сцепление колес с дорогой. Впрочем, то с упругими элементами мы закончили. Переходим к стабилизатору поперечной устойчивости. Так, что это такое? Это у нас вот такая вот штанга, которая у нас обеими концами соединяется через стойки стабилизаторов с подвижными элементами. Вот. А средняя часть у нас крепится втулками к подрамнику или же кузову автомобиля. Элементы крепления подвески. Разберем теперь их. Как минимум по названию понятно, что они что-то держат, что-то соединяют. Вот, они соединяют детали подвески с кузовом автомобиля, ну и между собой. Туда у нас входят сайлентблоки, шаровые, опоры амортизаторов, втулки стабилизатора и подрамники. Вот, но это как такая промежуточная деталь соединения. Рассмотрим их поподробнее. И первый у нас это сайлентблок. Она выглядит как две металлические втулки, соединенные резиновой вставкой, которая определяет как раз таки ход данной детали. Также эта деталь гасит некоторые вибрации подвески. Используется она в рычагах, в амортизаторах, торсийных балках и в подрамниках. Шаровый шарнир. Состоит он из металлического стержня, корпуса и пластиковых или же полимерных вкладышей. Используется она в рычагах. Является как соединенной запчастью с рычагами, так и отдельной съемной деталью. Стержень внутри корпуса может двигаться, вращаться, что дает определенный ход соединенным с ним деталей. Также шаровый шарнир может использоваться в стойках стабилизатора, в рулевом наконечнике и в рулевой тяге. У меня вот, кстати, недавно шаровая пришлось менять. А нынче дорого все менять, знаете ли. Все запчасти даже на АвтоВАЗ подорожали. Я расстроена. Расстроена. И ступичный подшипник тоже. Вот. И стойка открутилась. Но это так. Это ремонт приоры. Это ни к чему сейчас. Опора амортизаторов. Амортизаторы крепятся у нас через сайлентблоки, а верхние опоры передних амортизаторов значительно отличаются своим устройством. Например, в подвеске Макферсона используется опорный подшипник, так как там амортизатор двигается вместе с колесом. Но в других видах подвески такого может и не быть, так как там амортизатор вместе с колесом не двигается, и тогда опорный подшипник будет отсутствовать. Втулки стабилизатора. Это такие резиновые втулочки, вот они, через которые стабилизатор крепится либо к подрамнику, либо к кузову автомобиля, и стабилизатор может спокойно во втулках вращаться. Подрамник – это жесткая рама, которая используется как опора для некоторых механизмов в подвеске. Она может как быть, так и не быть.
и может устанавливаться как спереди, так и сзади. Также подрамник используется как опору для коробки, двигателя и остальных механизмов. Если же подрамник отсутствует, то вся подвеска крепится непосредственно к самой несущей системе. Впрочем-то, наверное, на этом у нас про подвеску все. Вот. Впрочем-то, основное я разобрала. Так что следующее видео у нас будет о тормозной системе. Вот, потому что мы здесь ее уже затронули. Так что, думаю, надо как-то все расставить точки над «и» и понять, who is it who. Вот, да. Так что всем спасибо за просмотр. С вами была Автомышь. Подписывайтесь, смотрите меня. Также я есть в инстаграмах и в остальных социальных сетях, которые есть в описании видео. Я просто уже не помню. Так что всем пока, до новых встреч.